안녕하십니까. 포비든 타투의 MC 그레이라고 합니다. 오늘은 한국에서 활동하고 계시는 러시아분을 모셔왔는데요. 간단하게 자기소개부터 시작해서 저희가 러시아어로 인터뷰를 딸 거기 때문에 자막으로 한국어를 넣고 편하게 보시라고 노력을 많이 하겠습니다. Так, давайте начнем. Вот, здравствуйте. Как вас зовут? Здрасте, меня зовут Игорь, я из Красноярска, из России. Я татуировщик уже как 11 лет. В Корее я нахожусь 3 года. Ну и я думаю, мне есть что рассказать, сравнить, так скажем. Отлично, отлично. Потому что то, что мы собираемся снимать, всегда есть такие моментики, когда они не понимают, что происходит в Корее, почему такая идет дискриминация. Татуировщиков. Да. Татуировщиков life matter. Да, конечно. Только мы меньшинство. Да. Ну, потому что всем лень, никто не высказывается насчет этого. Вот. Согласен. Как вы вообще начали татуировку, как вы попали в тату-индустрию? Наспор. Да, через друзей, скажем. Мне просто было делать нечего. Это был тяжелый 2010 год, было скучно, нечем было заняться. Вот. Тогда было просто много развлечений, как работать на автомойке, либо там объявления расклеивать, либо как дурак ходить в костюме какой-нибудь сосиски, либо пончика. Я понял. В каком стиле вы сейчас работаете? Я занимаюсь преимущественно реализмом, черно-белым и цветным, с упором на композицию. То есть не просто копипастом, а чтобы общая картина была. В основном крупными проектами. Ну и иногда, в принципе, балуюсь совсем подряд. То есть, в общем, любого реалиста можно назвать мастером-универсалом. А как вы вообще приблизились к этому стилю? Почему его выбрали? Все просто. Это просто было любопытно, что-то новое, что-то сложное. В то время, когда начинал я, понимание в рисовании было абсолютно нулевое, и как-то учиться приходилось в процессе. И просто это было сложно и интересно. То есть делать какие-то обыденные татуировочки. Да, это просто превращаешься в станок, в какого-то робота, каждый день одно и то же. Я не хотел избежать этой рутины. Начать делать что-то, где есть где разгуляться, так скажем, где есть развитие. Учились ли вы рисовать или... Я учился на архитектора и ходил немножко на недельные экспресс-курсы по рисованию. Самый основной именно навык пришел, когда уже работал с другими ребятами, кто, так скажем, более художественно подкованные. Давай поговорим насчет татуировок в Чирашке. Очень схожие, если сравнивать именно с Кореей, то очень схожая ситуация. Слава богу, сейчас стереотипы о татуировке, так скажем, стираются. Они раньше думали, в России, по крайней мере, что там есть какая-то татуировка, наверняка там военные и все остальные сливки общества. Эта часть немножечко развивается все-таки в России. Все равно понимание в этом, так скажем, имеется. Не только за денежку заработать, а именно на каком-то энтузиазме, что ли. Да. Бабушки уже все меньше и меньше на улице перестают тыкать пальцем и называть зэком. В Корее сейчас еще это осталось, это ощущается, все равно пройдешься там в шортах, майке по улице, взглядом. Да, и просто убегать, грубо скажем. Да. А где вы добываете вообще какие-нибудь ништяки для татуировок? В России все легко и просто. Есть Алиэкспресс, есть куча онлайн-магазинов, и доставка приходит своевременно, все вовремя. С этим гораздо лучше, чем в Корее пока что. Не знаю, будем надеяться, что здесь дойдет, так скажем, до местного правительства, что, это же всего лишь татуировки. Да. Есть тут в Корее, конечно, несколько магазинов, но
что-то определенное найти, это, ну, реально сложно. Я пользуюсь, например, для покраса черный Super Black, и его по пальцам пересчитать. Вот, в основном только динамик. World Famous здесь вообще единицы пользуются, хотя это, ну, топовая сейчас краска считается. Давайте еще поговорим насчет того, что какие иголочки вы используете, какие красочки. Ну, я бы, конечно, порекомендовал бы шаеновские картриджи либо квадрон, но, к сожалению, в Корее такое сложно найти, а если и найдешь, то это цена будет, ну, такая, что татуировкой станет невыгодно. Краски в основном американские, то есть что-нибудь Eternal, иногда Intense, определенные оттенки. Ну, преимущественно, конечно, World Famous по возможности. Но, для черно-белой там Курасуми можно использовать. Это классика уже, то есть динамик. Иногда можно Fusion использовать. Машинки, ну, в основном Pen, в основном это все беспроводное, то есть все-таки 2021 год, а мы, блин, с проводами постоянно мучаемся. Это ков лопаток, это все привет Китай, купанг заказали и поехали. Давай тогда больше поговорим о самих татуировочках. Первый вопрос будет, как ты вообще видишь будущее татуировок? Я вижу будущее первое в том, что сейчас детишки повзрослеют. Вчерашние дурачки, которые делали всякие, так скажем, я вижу это раз, то есть просто переделка, доведение до ума того, что есть, потому что последние лет 10 много народу, так скажем, делали это бездумно, в ближайшие 5 лет, я думаю, будет идти какое-то осмысление, наверное, у людей. Начнется более избирательный какой-то подход к этому. То есть будущее в том, что в масштабах татуировки, то есть уже я учу экспериментов со стилями, какая-то уже отточенность стиля, например, если посмотреть там на тот же New School 10 лет назад и 5 лет назад и сейчас, очень заметная разница, всякое может быть. Да, есть. Вот, давайте поговорим о ценниках. В России в зависимости от региона, например, в России в городах очень разная стоимость, например, на недвижимость, и вот мне кажется, это каким-то фактором, ну, все-таки влияет на... С Москвы летает в Ростов-на-Дону, либо там в Екатеринбург, либо еще в какие-нибудь там не сильно отдаленные города, где цена, ну, сеанс татуировки, который стоит $1000 в Москве, будет стоить там 20 тысяч рублей, ну, там, баксов 300 где-нибудь. Давайте еще поговорим насчет такой тематики, как сломы, какие-либо депрессии во время... Ну, я думаю, у каждого тату-мастера, вообще у любого человека, который занимается искусством, есть такая вот штука. Вот, и как вы с ними справляетесь? Такой советик небольшой. Советик, так скажем, понимание с клиентов. То есть проблема в непонимании, недопонимании с клиентами. От этого очень сильно, так скажем, начинаешь загоняться и думаешь, да нахрен я этим всем занимаюсь, нахер оно мне все надо. Вот. Выстраивать какие-то правила, что ли, кредо, так скажем, например, не работаю там с мудаками и отсеивать массово мудаков. Может быть, клиентов будет поменьше, но больше понимания, меньше глупых вопросов, и начинается именно продуктивная деятельность в татуировке. То есть, так скажем, пытаться продвигать свою стилистику более яро, более упорно. Тогда будет всем счастье. Работать, да, конечно, в любой работе есть свои, так скажем, лишения. На заводе где-нибудь личным временем жертвуешь. Нужно просто, так скажем, для себя обговорить эти все правила сначала, а уже потом начинать работать. В плане рисования просто чуть больше смотреть каких-то лайфхаков, смотреть других татуировщиков, как они, общаться с татуировщиками. Нужно какое-то комьюнити, именно татуировочное. То есть с другими мастерами не нужно воспринимать других мастеров как конкурентов, потому что, так скажем, соревновать не начинается, и оно не всегда хорошо заканчивается. То есть начинается вот это вот мастер плохой, тот плохой, тот плохой, бла-бла-бла, и в итоге мастера, я много раз видел такое, и в итоге
И мастера тратят время просто на всякую ерунду, вместо того, чтобы заниматься саморазвитием. Да.